Всем привет! Сегодня мы посмотрим расклад. Сегодня закрытый расклад, пустота внутри. То есть там выгорание, апатия и прочие вот эти плохие состояния. Прям так и назову. Скверные состояния. И, а что тут говорить? Давайте, я думаю, стесняться не будем. Это у нас закрытый расклад, поэтому усаживайтесь поудобней, одевайте штанишки А хотя я его открытым сделаю. Давайте я его сделаю открытым, но вы хотя бы спасибо напишите. Потому что расклад сложный, давайте начнем его. Итак, единички. Все карты парно читаем. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами. Их 4. И первое, что прячется в твоей вот этой пустоте. Ну, знаешь, ты вот думаешь, что это просто у тебя там выгорание, апатия и прочее. Но все гораздо глубже. Это не отсутствие чего-то, это активное твое подавление. То есть ты прячешься за таким образом человека, который должен быть там хорошим, правильным, который достоин одобрения. То есть этот образ — это твой иерофант, твоя опора в обществе. Но проблема в том, что он и тюрьма твоя. Он требует постоянного соответствия вот этим ожиданиям. И ты тратишь всю энергию на то, чтобы эту маску держать. И вот при этом ты убеждена, что это дает тебе там свет, радость, то есть твое солнце. Это признание, любовь окружающих, вот это все. Но это фальшивый свет. Он не исходит изнутри, он отраженный. Ты ищешь подтверждение своей ценности где-то там, то есть вовне. А истинная суть, она у тебя остается в тени. И эта схема стара как мир. Ты отказываешься от себя ради принятия другими. То есть тебе нужно быть там хорошей девочкой, да, чтобы любовь заслужить. И ты этому научилась давно, даже в детстве еще. Тогда это был способ выжить, получить там защиту, чтобы родители тебя по головке погладили. А сейчас это автоматическая реакция. Надеть маску при первом же там признаке опасности. А опасность для тебя — это возможность быть отвергнутой, там, раскритикованной, там, показаться несовершенной. Ты собственной силы боишься, своей яркости боишься, потому что ты уверена, что это людей отпугнет. Поэтому ты сознательно приглушаешь свой внутренний свет, чтобы соответствовать чужим представлениям о нормальности. А кто сказал, что эти люди, которые говорят, что это нормально, а вот это нет, правы? Вот откуда? Короче, эта пустота — это результат постоянного самообмана. Ты себе говоришь, другим говоришь, что ты счастлива, но на самом деле это не так. Ты боишься признаться себе в своих истинных желаниях, в своих настоящих потребностях, в своих страхах. Тебе вот проще роль играть, чем собой быть. Но ведь эта игра на тебя истощает. Она энергию у тебя забирает, да, как ты хотел. Ты превращаешь свою жизнь в серую рутину. Ты тратишь силы там на поддержание вот этой иллюзии, вместо того, чтобы там направить на что-то действительно для тебя важное. И ты получаешь выгоду от этой игры.
ты избегаешь конфликтов, избегаешь ответственности, избегаешь боли от разочарований. Тебе проще быть удобной, чем бороться за свои мечты. Это клетка комфортная, но она же тебя душит изнутри. Ты привыкла к этому состоянию и подсознательно сопротивляешься любым изменениям. Тебе вот кажется, что если ты маску эту уберешь, то одна останешься. Никем не любимая, никем не понятая. Но это же иллюзия. Твоя истинная ценность, она не в том, кем ты притворяешься, а в том, кто ты есть на самом деле. Понимаешь? Откуда эта пустота взялась? То есть какой внутренний вор крадет твою вот эту искру жизни? Ну, тут все просто. Тут обидишься, ты не обидишься, но ты сама себе враг. Ты постоянно пытаешься всем угодить, но никому не позволяешь увидеть твою уязвимость. Тебе вот кажется, что там, если ты покажешь свои настоящие чувства, то тебя там отвергнут или еще хуже используют. Это потребность в гармонии, и вот в этом сглаживании углов это твоя умеренность. Стремление к балансу любой ценой. Но это же не баланс. Это избегание конфликтов любой ценой. То есть ты постоянно жертвуешь своими интересами ради других, боясь показаться там эгоисткой или слишком требовательной. Но при этом ты нуждаешься в этой эмоциональной близости, в глубоких отношениях. Вот как раз это твой король кубков. Но ты строишь эти отношения же на основе фальши и притворства. Ты даришь людям то, что они хотят видеть, а не то, что есть у тебя на самом деле. Понимаешь? Ты пытаешься быть идеальной женой, другом, коллегой, но ты о себе забываешь. Ты растворяешься в чужих потребностях, теряя собственную идентичность. Это вот ты бесконечно наполняешь чужие кубки чаши, опустошая свою. И чем больше ты отдаешь, тем сильнее ты чувствуешь себя пустой и одинокой. В итоге что ты сделала? Порочный круг создала. Тебе нужна любовь, тебе нужно признание, но ты боишься быть искренней. Поэтому ты притворяешься, а это еще приводит к большей пустоте. И ты подсознательно выбираешь людей, которые будут использовать твою доброту и твою готовность помогать. И вот это твоя привычная схема. Ты спасательница, которая вот жертвует собой ради других. И тебе нравится эта роль. Потому что она дает тебе ощущение там значимости, контроля. Но на самом деле это же иллюзия контроля. Ты контролируешь только свою способность отдавать, но ты не можешь контролировать то, как люди будут к тебе относиться. В итоге, вот все как получается. Все сводится к страху быть уязвимой. Ну а как ты хотела? Ну сама подумай. Тебе же кажется, что если ты там откроешься людям, то там они воспользуются твоей слабостью, да? Но на самом деле это сила. То есть признать свои недостатки и о помощи попросить. А ты что? Ты привыкла решать все проблемы сама. Но это же не всегда возможно и не всегда нужно. Ты должна научиться другим доверять и позволять им заботиться о тебе. Это сложно, я вот прекрасно тебя понимаю, но это же единственный способ вырваться из вот этого порочного круга. Понимаешь? Ой, как эта пустота маскируется под твою жизнь, что крадет у тебя. Ну, знаешь, ты эту пустоту носишь, как броню, как курица с яйцом носишься, прикрываясь там активностью, вот этой всей суетой. Тебе кажется, что если ты будешь постоянно занята, то времени не останется там на размышления про свою несчастность. Это твоя манера действовать.
Постоянные скачки от одного дела к другому, стремление там к новым впечатлениям, к новым эмоциям. Но вот это все, это поверхностная активность. Она тебе удовлетворения не приносит. Потому что что? Потому что за все берешься, ничего не заканчиваешь. Ты от себя убегаешь, пытаясь заполнить пустоту вот этими якобы стимулами внешними. И все вот это борьба за твое место под солнцем. Постоянное отстаивание там своих интересов. Это твоя вот как раз семерка жезлов. Ты постоянно доказываешь свою ценность другим, вступаешь в всякие споры, которые тебе нахрен не упали, конфликты, ты защищаешь якобы свои границы, но на самом деле ты просто боишься проиграть, ты боишься показаться быть слабой, ты боишься показаться беспомощной, ты дохрена энергии тратишь на борьбу с внешними врагами, забывая о главном, о себе самой. Ты не замечаешь, что твоя жизнь, она превращается в эту бесконечную войну, где ты всегда должна быть начеку. Но нахрена? И вот эта пустота, она маскируется под твою вот эту активную, успешную жизнь. Ты выглядишь уверенный, там, целеустремленный, а внутри пусто и одиноко. И эта пустота, она крадет у тебя радость жизни, она крадет у тебя способность наслаждаться простыми вещами. Даже искренних отношений с людьми нет, а хочется. Ты потеряла связь со своими истинными желаниями и своими потребностями. Ты забыла о том, что делает тебя счастливой. Ты стала заложницей своих же установок, своих же убеждений, которые тебе мешают жить полной жизнью. Тебе кажется, что ты должна быть там сильной, независимой, я королева мечевая, хвалите меня за это. Тебе кажется, что нельзя показывать свои слабости, свои уязвимости, но на самом деле это иллюзия, сила ты никакая не мечевая. Это твой страх. Настоящая сила — это в умении признавать свои ошибки, просить о помощи и не бояться, точнее, своих эмоций. И вот это все происходит, потому что ты привыкла к определенному сценарию. Доказывать всем свою ценность, там бороться за свое место под солнцем, там контролировать все и везде любой ценой. Я же мечевая, да нихера. И вот этот сценарий, он в твое прошлое корнями уходит. Может быть, детство, да, когда тебе приходилось бороться за внимание, за любовь родителей. Ты научилась выживать в этом мире, но ты забыла, как это вообще жить счастливо. Какой волшебный эликсир заполнит это все? Ну, знаешь, чудес не жди там от таблеток, от там психологов. Здесь нужна жесткая работа над собой. Понимаешь? Когда нужно принять участие в конфликте, но с самой собой, а не с другими. Тебе придется столкнуться со своими там страхами, убеждениями, разрушить вот эти старые паттерны поведения, построить новую жизнь на основе вот истинных ценностей. А это будет больно, неприятно. Я это прекрасно понимаю, но это единственный способ вырваться из этого порочного круга. И если ты в проживании арканов, это все делается в шуте. И твоя сила, она же не в том, чтобы свои чувства подавлять, а в том, чтобы принимать их и выражать их здоровым способом. Тебе нужно научиться говорить «нет» людям, которые тебя используют, отстаивать свои границы, заботясь о себе, о своих потребностях. Ты должна понять, что ты заслуживаешь любви и уважения просто так, ну вот просто потому, что ты есть. Без всяких условий. Твоя ценность, она же не зависит от твоих достижений или там одобрения там кого-либо окружающих. Тебе нужно перестать играть роль и начать быть собой. То есть это значит признавать свои слабости, свои недостатки, свою уязвимость принять.
разрешить себе чувствовать все эмоции, даже херовые, то есть негативные. Тебе нужно научиться любить себя такой, какая ты есть, со всеми достоинствами, недостатками, и то, что ты пукаешь, то, что ты не пукаешь и так далее. И тогда ты обнаружишь, что внутри тебя живет огромная сила, сила твоей истинной сущности. И это единственный способ заполнить эту пустоту. Просто не бойся быть собой, не бойся ошибаться, не бойся о помощи просить. Ты же заслуживаешь счастья, любви, и ты можешь их получить, если ты решишься измениться. И здесь нет никаких вариантов. Это твоя жизнь, это твое решение, и только ты сможешь сделать ее лучше. Начни вот с малого. Каждый день делай что-то для себя. Ну, что тебе радость приносит, удовольствие. Заботься там о своем теле, о душе, себя людьми окружай, которые тебя любят и поддерживают, а не вот эти вот все, которые только злыми языками чешут. И всегда помни, что я всегда рядом. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Сегодня у нас должен быть это закрытый расклад. Ну, хотя бы обратную связь, я надеюсь, оставите. Хотя бы спасибо. Итак, что в этой пустоте прячется и высасывает твою энергию? Ну, знаешь, ты вот думаешь, что тебе чего-то извне не хватает. Новый какой-то проект, хобби, интересные отношения и так далее. И ты ищешь источник энергии там в достижениях, в достатке материальном, в признании других. И вот ты видишь, все есть вроде бы, да? Комфорт там, стабильность, окружающие уважают. Но внутри чертовщина какая-то, пусто. А знаешь почему? Потому что ты свою жизнь строила вокруг доказательств собственной ценности. Ты старалась там быть безупречной, самодостаточной, успешной, чтобы тебя любили, принимали и так далее. И ты добилась этого. Но цена-то оказалась слишком высока. Ты заперта в клетке золотой собственных достижений. Это крепость твоя, но это же одновременно и тюрьма. Ты привыкла все и вся контролировать, планировать, там, анализировать, риски просчитывать. Хочешь быть уверенной в завтрашнем дне, но жизнь, она ж контролю не поддается, и ты это прекрасно знаешь. И каждый раз, когда что-то идет не по плану, ты чувствуешь тревогу, чувствуешь вину. Тебе кажется, что если ты не будешь там достаточно сильной, независимой, то тебя оттолкнут. И это старый сценарий из детства, когда тебе приходилось доказывать свое право на любовь и внимание. И ты урок усвоила. Чтобы быть достойной любви, нужно соответствовать определенным стандартам того, чего от тебя ожидают. И что в итоге? Ты во взрослом возрасте, да, продолжаешь эту роль играть. Но это счастье не приносит. Наоборот, это тебя истощает, потому что ты постоянно подавляешь свои истинные желания, свои истинные потребности. Ты боишься показаться слабой или там уязвимой. И считаешь, что если ты помощи попросишь, то ты потеряешь уважение. В итоге ты привыкла быть сильной женщиной, которая все сама делает, даже розетку чинит. И это твоя проблема. Эта пустота — это результат постоянного обмана самой себя. Самообмана, то есть. Ты себя обманываешь, чуть матом не сказал. Обманываешь, думая, что там тебе не нужны там вот эти все сопли,
Тебе нужны там деньги, да? Ну, материальные блага, будем говорить, достижения, чтобы чувствовать себя счастливой. Но на самом деле тебе ж любовь нужна и принятие. Не за успехи, не за внешность, не за попку, не за статус, а просто потому, что ты есть. Тебе нужно научиться быть собой настоящей, без масок, без ролей, иначе вот эта черная дыра, она будет тебя поглощать все больше и больше. Откуда пустота эта? Ну, знаешь, ты, ты сейчас вот носишься как угорелая. Новые идеи, новые увлечения, новые проекты, новые ретриты и так далее. Ты пытаешься заполнить пустоту движением, своей там активностью, впечатлением. Ты вдохновение ищешь в окружающем мире, но это не помогает. Потому что источник твоей энергии, он же не снаружи, он внутри. И этот источник украли. Это твой внутренний вор. А вор он — это страх проявить себя настоящим. Спонтанный ты боишься быть, эмоциональный ты боишься быть, уязвимый боишься быть. Ты считаешь там, если ты свои истинные чувства покажешь, то тебя оттолкнут, высмеют, отвергнут и прочее, прочее. Поэтому что ты делаешь? Прячешь за маской независимой, самоуверенной женщины. Вот в детстве тебе часто говорили: не ной, не плачь, там, будь сильной, к себе внимания не привлекай. И вот эти установки, они глубоко засели в твоем подсознании. И теперь они управляют твоей жизнью. Ты привыкла подавлять свои эмоции, ты привыкла контролировать свои реакции. Тебе вот кажется, что если ты контроль потеряешь, то это разрушишь свою жизнь. Но это же не так. Эмоции — это не разрушители жизни, это энергия жизни. Они помогают тебе чувствовать себя живой, чувствовать себя настоящей. И когда ты их подавляешь, да, свои эмоции, что ты делаешь? Блокируешь свой вот этот творческий потенциал, свою интуицию блокируешь, свою способность там любить, быть любимой. Ты хочешь новых впечатлений, но ты боишься выходить из этой зоны комфорта. Ты любви хочешь, но ты боишься открыться другому человеку. А это диссонанс. Самореализации хочешь, но ты боишься потерпеть неудачу. И это конфликт внутренний, и он истощает тебя. А Паш Кубков — это твой внутренний ребенок, который хочет творчества, вдохновения, близости вот этой эмоциональной. С любым человеком, не обязательно, я не про романтику, а вообще. Но ты же не даешь ему свободы. Ты слишком критична к себе, ты слишком критична к своим идеям. Тебе кажется там, что они недостаточно хороши, чтобы их реализовывать. Ты боишься, что тебя оттолкнут. В итоге твоя пустота — это результат подавленной энергии и страха проявить себя настоящую. Тебе нужно научиться принимать свои эмоции, доверять своей интуиции, давать там себе свободу быть собой. Свобода — это когда ты можешь быть собой, а не взлетела-полетела. Иначе вот эта внутренняя кража, она будет продолжаться. Как эта твоя пустота маскируется под нормальную твою жизнь? И что крадет она? Ну, знаешь, ты умеешь очень искусно создавать видимость благополучия. Подружки, встречи, какие-нибудь там мероприятия, походы там на концерты, кино и так далее. Ты всегда в центре внимания. И все думают, что у тебя все отлично, но это маска твоя. Извиняюсь, всех ты обманешь, а меня ты не обманешь. Под этой маской скрывается глубокая тоска и одиночество.
Ты привыкла о других заботиться, быть вот этой веселой девчонкой, несмотря на то, что тебе 60 лет. Там быть душой компании, решать проблемы чужие. И тебе кажется, что если ты будешь полезной другим, то ты почувствуешь себя нужной и важной. Но это же не так. Ты свою энергию тратишь на то, чтобы угодить другим, а себе ты ни хера не оставляешь. Тройка кубков — это дружба, веселье, общение, но в твоем случае это превратилось в способ избежать одиночества и внутренней пустоты. Ты постоянно нуждаешься во внимании и одобрении других. Тебе кажется, что если ты одна останешься, то тебе станет еще. А вот десятка пентаклей — это про стабильность, безопасность, денежный достаток материальный. Семья, а у тебя все есть: дом, семья, работа, но эти вещи, они тебе радости не приносят. Потому что они не удовлетворяют твои истинные потребности. Тебе любовь нужна, принятие, самореализация. И ты боишься потерять свой статус, свою вот эту репутацию, свое благополучие материальное. Поэтому ты продолжаешь играть роль успешной и счастливой женщины. Но эта роль, она истощает тебя, потому что это роль. Ты чувствуешь себя вот как автомат. Делаешь все по привычке, не получая удовольствия от жизни. И вот эта пустота, она крадет у тебя радость, она у тебя это вдохновение крадет, энергию крадет. Она лишает тебя способности любить и любимой быть. Она разрушает твои отношения с другими людьми. Ты терпишь много лишнего. Ты другим позволяешь использовать тебя, манипулировать тобой, обесценивать тебя. Потому что что? Потому что ты боишься конфликтов и одиночества. И тебе кажется, что если ты будешь вести себя правильно, то тебя не отвергнут. Эта пустота под нормальную жизнь маскируется. Но она украдет же у тебя самое главное — твою способность чувствовать себя живой, счастливой, по-настоящему. Единственный выход — это признать свою проблему и начать над ней работать. Корень в детских травмах, в установках, которые ты усвоила, и тебе нужно просто их пересмотреть, проработать. Если ты в проживании арканов, то это, напомню, все делается в шуте. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки, вам достался усталый дед, но я вас не обделю. Так что же прячется в этой пустоте, да, как черная дыра? Ну, тут все не просто по картам. Вот эта пустота у тебя, это, знаешь, это не просто усталость или грусть какая-то. Это вот прям глубокое разочарование в своих возможностях себя проявить. Построить что-то надежное, долговечное и так далее. Ты вот привыкла быть ответственной. Стабильность обеспечиваешь, на себя ответственность за других берешь. И привычка эта настолько сильна, что ты стала вот отождествлять себя, свою ценность с тем, что ты достигла материально. С положением в обществе, с признанием окружающих и так далее. Но незаметно подкралось осознание. Все это тебе не приносит удовлетворения. Ты многого достигла, но ты чувствуешь себя выжатой, как лимон. И вот эта пустота — это результат вот этой долгой гонки за успешным успехом. И игнорирование, конечно же, собственных своих истинных потребностей. И внутри зреет отвращение к вот этой роли успешной, надежной и так далее.
потому что она требует постоянного напряжения и подавления себя. Ты боишься контроль потерять, ты боишься остаться без опоры. Поэтому ты продолжаешь играть вот эту роль даже тогда, когда она больше радости не приносит. Подсознательно ты веришь, что если перестанешь контролировать все, то все рухнет. А вот это ощущение беспомощности и страха потери — это и есть вот эта черная дыра, которая твою энергию выкрадывает. Ты цепляешься за материальный мир, за вот эти внешние атрибуты, потому что ты боишься признаться себе в том, что тебе чего-то не хватает внутри. И тут не про деньги или там карьеру. Это вот про ощущение собственной ценности вне зависимости от достижений. То есть ты строила крепость из достижений, а сама осталась за ее стенами. И теперь вот эта крепость, она тебя изнутри душит. Ты привыкла там давать, заботиться, обеспечивать, но кто о тебе позаботится? Вот кто? Тебе нужно разрешить себе быть уязвимым, признать свою усталость и позволить себе просто быть. Без вот этих оценок, без ожиданий и прочей ерунды. А вторая выгода твоя в том, что, чтобы продолжать играть эту роль, это вот сохранение иллюзии контроля и вот избежание вот этого вот столкновения с собственными страхами. Но цена слишком высокая. Ты себя теряешь. Откуда эта пустота взялась? Ну, знаешь, это история про разбитые мечты и несбывшиеся надежды. Тебе обида сидит, причем глубокая, затаенная. Ты когда-то вот верила в светлое будущее, строила планы, там много энтузиазма, много веры в себя было. Но жизнь, как говорится, наклонила по-своему, внесла свои коррективы. А ты позволила этим коррективам сломать тебя. То есть ты столкнулась с жесткой реальностью, где твои мечты, они просто не имели значения, где твои усилия обесценивались, где тебе сказали «нет» тогда, когда ты больше всего нуждалась в поддержке. И в итоге ты почувствовала себя преданной, ты почувствовала себя брошенной. И это ощущение, оно до сих пор внутри тебя живет. И вот теперь ты боишься снова миру открыться, снова в свои силы поверить, снова строить планы, потому что страх повторения вот этой боли, он пипец какой сильный. Ты закрылась от мира, ты вокруг себя стену из цинизма и разочарования построила. Перестала возможности видеть, перестала в чудо верить, в Деда Мороза даже больше не веришь. Ты перестала мечтать. Вот внутренний вор, который ворует это все, это никто другой, как ты сама, со своими страхами, обидами. Этот вор, он украл твою искру жизни, заставив тебя поверить, что твои мечты, они недостижимы, что ты недостаточно хороша, что мир жестокий, несправедливый. И вот теперь ты по кругу ходишь, повторяя один и тот же сценарий. У тебя строишь планы, терпишь неудачу, разочарование, закрытие от мира. И вот так у тебя по кругу идет. Вот этот паш мечей — это твоя незрелость. Это неумение отстаивать свои интересы. Ты привыкла уступать, там, на компромисс идти, молчать, когда тебе больно. Ты конфликтов боишься. Ты боишься свое мнение высказывать. Ты боишься быть отвергнутой. И вот это умение приспосабливаться к чужим правилам и к чужим ожиданиям — это тоже воровство. Ты крадешь у себя возможность быть собой настоящей. То есть проявлять свою индивидуальность, границы свои отстаивать. Тебе нужно перестать бояться боли и признать, что прошлое, оно не определяет твое будущее, ну никак. Нужно разрешить себе чувствовать, нужно разрешить себе проживать эмоции, обиды отпускать разрешить.
Как эта пустота маскируется под твою нормальную жизнь? Что она крадет у тебя? Ну, знаешь, вот так это работает. Ты создала себе вот идеальную картинку жизни, где много внешнего вот этого благополучия. То есть это у нас там дом уютный, работа стабильная, хорошие отношения с окружающими. Но ведь за этой картинкой скрывается глубокая внутренняя пустота и разочарование. Ты маску научилась носить вот этой счастливой, успешной женщины, чтобы никто не догадался про твою настоящую боль. Эта маска, она твоя вторая кожа стала. Ты уже не представляешь себя без нее. И вот теперь вот эта маска, она тебя душит изнутри, лишая возможности быть собой настоящей. Ты тратишь всю свою энергию на поддержание вот этого эфемерного образа жизни. На соответствие чужим ожиданиям, там, на демонстрацию своего успеха, но при этом ты забываешь о своих истинных потребностях и о своих истинных желаниях. Эта пустота, она маскируется под вот эту рутину ежедневных дел, под заботу о близких, там, под стремление к совершенству. Ты постоянно чем-то занята, чтобы не оставаться наедине со своими мыслями и со своими чувствами. Эта маска, она крадет у тебя самое ценное. Твою силу жизненную, твою энергию крадет. Радость твою тоже крадет. Ты просто, перестала чувствовать вкус жизни, ты перестала получать удовольствие от простых вещей, ты перестала верить в чудо, ты перестала верить в Деда Мороза. А внутри, вот что внутри, раздражение и злость зреет, которые ты подавляешь, чтобы не нарушить свой идеальный образ. Ты боишься показать свою слабость, ты боишься быть уязвимой, ты боишься признаться себе в том, что тебе плохо, и тебе кажется, что если ты покажешь свои истинные чувства, то тебя отвергнут или там любить перестанут. Вот суд, он показывает, что время пришло снять вот эту маску и взглянуть правде в глаза. Признать, что твоя жизнь — это не идеальная картинка, а вот сложный противоречивый процесс. Нужно научиться принимать себя такой, какая ты есть. Со всеми своими там достоинствами, недостатками, плюсами, минусами. Нужно перестать играть чужие роли и начать жить своей собственной жизнью. И выгода в том, чтобы продолжать носить эту маску твоя. Это вот сохранение иллюзий контроля, избежание там столкновения с реальностью. Да, реальность херовая, но цена слишком высокая. Ты себя теряешь. Какой эликсир волшебный заполнит эту пустоту? Ну, знаешь, тут волшебной таблетки нет. Единственный способ заполнить вот эту пустоту — это вернуться к своим истокам. Связь с землей найти там, с природой, со своими корнями. Ты слишком долго жила в мире вот этих эфемерных идей и эфемерных иллюзий, забыв про простые человеческие радости. Ты отдалилась от своего тела, ты отдалилась от своих чувств, от своей интуиции, убежала. Тебе вот нужно восстановить эту связь, научиться слушать себя, доверять своим ощущениям. Пятерка Пентаклей, она про то, что тебе не хватает базовой безопасности и поддержки, карта бедности. Ты чувствуешь себя одинокой и брошенной даже в окружении близких людей. Тебе нужно осознать, что ты достойна любви и заботы, независимо от твоих там достижений, успехов и прочей вот этой мишуры. Тебе нужно научиться принимать помощь от других людей. Не стесняться просить о ней. О поддержке не стесняться просить. Позволять себе быть уязвимой. Императрица — это мать природа, да? Плодородие, творчество, женская энергия — это энергия жизни.
которая способна исцелить любые раны и наполнить тебя вот этой радостью и вдохновением. Тебе нужно дать выход вот этой творческой энергии своей. Найти занятие, которое вот удовольствие тебе приносит и которое тебе позволяет самовыражаться. Все что угодно может быть там рисование, танцы, пляски, рукоделие, садоводство и так далее. Главное, чтобы это приносило тебе радость и энергией тебе наполняло. Тебе нужно окружить себя красотой и гармонией, создать вокруг себя пространство, которое вдохновляет тебя и дарит ощущение уюта и комфорта. Начни о себе заботиться. Кушай вкусно, высыпайся, спортом занимайся, на природу съезди, если погода позволяет. Внимание своим чувствам уделяй. Понимаешь? Не подавляй их, а проживай свои чувства осознанно. Ты же девочка. Тебе нужно проявлять свою вот эту там женственность во всех ее проявлениях, то есть быть мягкой, там заботливой, чувственной, там любящей. Корень проблемы в игнорировании своей внутренней сущности и попытке соответствовать чужим нахер бы они упали ожиданиям. Знаешь, тебе нужно вернуться к себе настоящей. Принять себя такой, какая ты есть. И тогда жизнь будет в гармонии. Если это в проживании арканов, это все прорабатывается в императрице и в шуте. И всегда, конечно же, помни, что дед с тобой рядом.